Это северная столица, кормилица всего Таиланда. Добро пожаловать в Чангмай! Таня сказала, пока все обряды не переделаем, обеда не будет. Трогали язык слона. И сегодня я утону в этой луже. Этим речкам течет Тархун. Тане билет 100 бат, мне, 200. Только мужчины могут заходить вовнутрь. Happy birthday to you. Провірили пульс? Пульса немає. Туалет, как в пионерском лагере. Сжигаю последнюю табуретку. Блин, что это такое? Засветилась в сериале Netflix, и мы одну девочку забираем. Мы одну забираем себе. Билет на самолет из Бангкока в Чангмай стоит всего $33. И колорит северной столицы начинается прямо из аэропорта. Хотел попасть в это место 2 года, и вот наконец-то! И, конечно же, в путешествие мы отправились с моей любимой Танюшкой. И в преддверии ее дня рождения мы на сутки забронировали Lana Oriental Hotel. Ланой называют здесь всю северную территорию Таиланда, поэтому это слово тут встречается часто. И представляете, прямо с утра кто-то нам подбросил букет цветов. После завтрака мы отправились на пешую прогулку по городу. В Чангмае есть такие главные дорожки, но очень часто Google карта заводит вот такие вот переулочки, приходится петлять по ним. Сам город очень туристический. И так и просит. Вот тут кафешка, зайди покушай, вот тут старинная ступа, сфотографируй ее, вот тут отельчик переночуй. Часовой прогулки хватит, чтобы понять его суть. Так что рекомендую двигаться по конкретным топ-точкам. И именно эти главные места я вам покажу в сегодняшнем выпуске. Знаешь, думаю, так идешь, что-то найдешь, сейчас такого ничего не находишь. И первое место, куда мы отправились, это Пат Лок Молли. Таня очень хотела именно в этот храм. Она сказала, что желания, загаданные здесь, просьбы «будь здесь», они обязательно сбываются. Классно, что здесь музыка играет всегда. Вот создается такая атмосфера прям вообще обалденная. Как показывать, молиться мы уже не будем. Вы меня научены с выпуска про хуе, поэтому просто понаблюдайте. В день рождения Таня обязательно посещает храм и имеет традицию подносить еду монаху. Таким образом, она благодарит за прошлый год жизни и просит успеха в новом. Также этот монах может повязать красные нити, вот эти, которые загадывают желания, когда исполнено сбудется. Таня написала свое имя на пакете, и монах упоминал его во время молитвы. Я купила в Amazon кофе, местный Starbucks, подарила монаху. Вот у него такой вот зумерский завтрак. Девушкам нельзя прикасаться к монахам, поэтому все передается вот так вот аккуратно, через ткань, через тумбочку. Короче, когда молишься монахам, он должен абсолютно показывать безразличное лицо. Я прям про это читал. То есть он там не должен быть благодарен, он ничего нет, он просто должен стоять, наблюдать, как ты молишься, и все. А еще Таня сделала очень загадочный ритуал. Наливала воду в пиалку и что-то приговаривала. Как она мне объяснила, в этот момент она передавала все молитвы, которые сделал монах, людям, которых больше с нами нет. Это я видел на Пасху вроде. Ну, бывает такое, позвонил кто-то, ничего страшного, это по работе, наверное. Теперь после молитвы эту водичку Таня понесла на улицу и сказала, нужно куда-то вылить. Сейчас посмотрим куда. Это вот такое вот дерево. What is it? Can you explain? For like we pay for me, for good healthy, for good luck, for everything. How long you should wear it? It's okay. It's like 2-3 days. Это специальное полотно, которым обматывать Будду потом. Видите, вот оно там идет. На нем можно оставить свои желания по желанию. Это главное желание.
Do It. Это приложение, которое вырабатывает полезные привычки у детей. Используйте его бесплатно. Уже более 10 тысяч семей делают это ежедневно. Составьте список заданий для ребенка. Чистить зубы, застилать постель, убирать игрушки. Получайте фото подтверждения выполнения задания. Если все верно, ребенок получит монеты, которые можно использовать для покупки поощрений от вас. Например, мороженое, поход в кинотеатр или любое другое. Приложение доступно для iOS и Android. Оно и вправду работает. Вам остается только проверить. Смотри, как Таня умеет писать. Капец, глянь, как красиво. Так, тут есть вот такая вот конструкция. Туда наливается вода. Давай тут такую уточку дракончика. Потом ты тянешь за веревку. И уточка пошла. Пошла. Там стоит Будда. И на него нужно полить водичку. В храме много интерактивных зон, и ими пользуются активно как и местные, так и туристы. Так, это офис тут у монаха. Лэптоп, документы, входящая линия. Короче, там цветочки для подношений. Там ленточки ты завязываешь, тоже загадываешь желание. Там фонарики. Здесь, короче, вот такой вот банкомат стоит. Тоже куда деньги нужно засовывать. Короче, молиться некогда, только ходи и засовывай везде деньги. Короче, Таня скупила уже все подношения. И цветок, и веночек, и еду монаху, и просто кэшем, и дымную палочку, и свечку. Короче, тут помолился 50 бат отдай, там помолился 50 бат отдай. С такими темпами скоро будет не наша молитва. Я уже в шоке. Кстати, я рекомендую вам надевать закрытую обувь, когда будете гулять по храмам. Везде нужно разбываться. Вы устанете их туда-сюда, эти кроссовки, туда-сюда. Кстати, зацените, какие у меня тапки. Дуй. Да, у меня канал также называется. Смотрите. Сегодня у Тани день рождения, и мы начинаем его в таком вот милом ресторанчике. Это здесь чангмайские фонари знаменитые. Такой вот милый ресторан для завтрака. Таня, что ты хочешь на завтрак сегодня покушать? Круассан, может, какой-то салатик. Жареная свинина. Жареная свинина – отличный выбор для 7 часов утра. Привел Таню в ресторан, сказала, пойди купи мне шашлыков свинячьих. Короче, если без шуток тайцы завтракают вот такой вот жареной свининкой, оно продается, такие шашлычки по всему Таиланду, и реально такой запах один сильный, они такие прям карамельные, вкусные. Я прям за этим аж скучал. Стоит 5 бат штучка. Это реально обалденно. И по-тайски свинина будет му. Муян. Му? Так, я завтракаю вот таким вот манибеком. Такие называются мешочки с деньгами. Среди них креветки и свинина. Как будет булочка. И такой, короче, какой-то кофе, в котором молока больше, чем в латте. Вот у Тани такое холодное латте, а у меня какое-то супер молочное латте. Азиатская фишка – смешивать мясо с морепродуктами. Получается в этих денежных таких мешочках. Получается такое тесто, которое поджаренное в кляре. Вот, а среди идет такой фаршик с креветкой и свининой. Прикольно. Кто скучился за жареными хинкалями, похоже. Таня спрашивает, почему я не ем вот эти вот бантики. Потому что я был в Грузии, я знаю, что это не кушается. Даже с этой зеленой веревкой. Я в шоке. Вообще вот эти бантики очень вкусно, я один попробовал. На самом деле скажу, я вот даже если вкусные хинкали, вот эти вот попки, они могут быть просто тоже так с удовольствием залетать вообще. Самые интересные места Чангмая здесь не в пешей доступности, поэтому я арендовал байк. Я выдал задание, чтобы в честь дня рождения Тани он был наполированный просто как парадный конь короля. Он уже 10 минут ему наводит марафет. Байк готов к путешествиям. Ну что, погнали? Вау, вот я люблю взять классный байк. Вот просто проходишь мимо и кайфуешь. Вот просто кайфуешь. Главная фишка города — это вот этот вот канал. Он проходит так по квадрату. Придает особую атмосферу этому городу и выделяет его среди других. Как будто все еще живешь в тех временах и всегда готов отражать нападение к миру. Вот эти знаменитые ворота.
Это получается не целая стена, как в Киеве вокруг города, а всего лишь как бы там метров, не знаю, 100. Вот такая вот тут красотища перед ними устроена. Ну, не знаю, люди фотографируются, стена. Вообще эта стена и ворота были построены в конце 13 века, но потом были разобраны и вот специально для туристов восстановлены по каким-то древним документам археологическим, и частям этих ворот возобновлены так, какие они были тогда. И оставлена только вот такая вот часть. В городе очень много храмов, которые стоит посетить, но они не попали в это видео, поэтому я оставлю их список в описании. И если воспользуешься им и он тебе покажется классным, очень жду от тебя лайк. Есть в этом городе выдающиеся храмы, я вам сейчас их покажу. Это называется Серебряный храм, и только мужчины могут заходить вовнутрь. Девушки все стоят сбоку и фотографируют. Ха-ха-ха. Что, хотите зайти? Но зрительницы моего канала имеют уникальную возможность... Да хватит ноги свои мыть. Тут такая милая лужа на входе. Все в нее вступают, там носки свои эти. Уникальную возможность посетить этот храм мужской компанией. Да, здесь все сделано из такого железа кованого. Я так и подумал, все приходят к Будде, молятся, что-то просят у него. А чего бы и мне не попросить, чтобы у моего приложения Duit было много установок и много счастливых пользователей. Оно же реально классное и полезное, я его создавал с душой. Оно вырабатывает полезные привычки у детей, и тем более еще и бесплатное. Как думаете, сработает моя молитва? Здесь изображена эталонная фигура женщины. Мне нравится. На самом деле в такие места нужно приходить очень спокойно, с выделенным временем и рассматривать все детали, потому что деталей очень много всяких разных интересных. Вот эволюция человека тут изображена. То есть ты потом сел и начал изучать буддизм. Что, хочется зайти в Серебряный храм, да? Извините, в следующей жизни это только для мужчин. Наконец-то. Наконец-то хоть какие-то привилегии, в этой жизни. Мужчинам. It's beautiful inside. Ой, так красиво, ты вообще себе не представляешь вообще. Это стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Стоит, не знаю, стать мужчиной ради того, чтобы это увидеть. Очень такая красота вообще. Посмотришь на YouTube-канале. Серебряный храм. Все сделано вручную, все сюжеты взяты из реальной жизни. В то время не было 3D принтеров, поэтому приходилось мастерам сидеть это вручную все выпиливать. Такая вот красота. Короче, если вы всю жизнь жили и не знали, где помолиться, то в Чангмае тут просто глаза разбегаются. Хочется молиться под каждым храмом, чем Таня занимается. Летающие голуби добавляют еще такой атмосферы, живости этому храму. А если без шуток, то ты вправду какое-то безумие мелких элементов, которые просто хочется рассматривать, изучать вплоть до эмоций на лицах каждых изображенных людей, монахов и самого Будды. Этот храм объединяет в себе очень много стран, и он очень современный. Вот смотрите, получается логотип Малайзии, да, герб, и вот эти башни Петронас. Потом Филиппины и главные достопримечательности. What have else here? Так я понимаю, это Колос Родосский. Это пирамиды в Гизе. Александрийский маяк. Ну, короче, тут просто столько сюжетов, тут нужно ходить и именно рассматривать. Это одна из самых кассовых табличек туалетных, которые только можно найти. Тоже сделана вручную из меди этой. И ну не меди, вот этой вот железа кованого. Я не столер. Я не знаю. Напишите в комментариях, кто такой специалист, разбирается. Ну что, наконец-то дождались. Орел и Решка прячет 100 баксов, а Игорь Дует прячет 100 бат. Точнее, билеты на вход в этот храм. Смотрите, в храм сам войти нельзя девушкам, поэтому нет смысла покупать, можно со стороны посмотреть. Но для двух мужичков я прячу 2 билета вот здесь вот, возле Серебряного храма. Напишите в комментах, кто найдет. В Лане, в Чангмае, очень много вот таких вот традиционных фонариков. This is
home Chiang Mai style. И они создают атмосферу праздника даже в обычный день. Абсолютно возле каждого храма вы можете их найти, и прям хочется фотографироваться и фотографироваться на фоне их. Из них создают разные фотозоны, но вообще на них еще принято писать свои пожелания. Вот такая вот целая череда этих фонариков при каждом храме. Получается такая милая фотозона. Можно купить вот такой вот фонарик и на него повесить свое пожелание. Они смотрятся классно и днем, и вечером, и утром, и ночью. И вообще это классная идея для сувенира из Чангмая. Представляете, население Чангмая всего лишь 200 тысяч человек. Но на вот эту вот небольшую территорию приходится 300 храмов. Ты просто идешь и каждые 2 минуты пешей прогулки встречаешь очередной храм. Все они плюс-минус в одном стиле, но с разными элементами. И вначале ты удивляешься, шокирован, потому что реально очень красивые они. Но потом ты их воспринимаешь как очередной продуктовый магазин и реально к ним привыкаешь. Но для первого визита в Таиланд, когда ты раньше видел эти храмы только на картинке, это реально просто восхищает. И иногда непонятно, для чего нужно такое количество большое этих храмов, потому что храм с одной стороны, храм с другой стороны, непонятна их логика. Ух ты, очень красиво в середине. Прям очень красиво в середине. Как такой маленький, уютный, как дома. Монумент 3 королей. Таня, do you know the name of these kings? Yes, the first one Phaya Ngam Muang, and the second one Phaya Mang Rai, and another one Phaya Ruang. This one the 3 king of Chiang Mai, and another name is Lan Na. More than 1,000 years. Кстати, этот город очень-очень сонный. Всего лишь 7 часов вечера, на улицах уже почти нету машин, кафешки закрываются. В 9 часов говорят, что здесь просто уже сонное королевство. Слушайте, а я вам даже порекомендую гулять по Чангмаю ночью, вечером, после 8. Пустота, людей минимум, машин минимум. Все храмы светятся очень красиво, и вы просто можете даже в них не заходить, смотреть со стороны, и этого с головой хватит. А мы отправляемся к следующей точке. И дорога туда настолько живописная, что 1,5 часа пролетают просто незаметно. Это водопад Буатонг, и его главная фишка – вот такой подъем по веревкам вдоль русла водопада. Где-то примерно минут 30 можно подниматься вверх по этим веревкам. Очень фаново, много купальников. Но, естественно, я сейчас буду пробовать в обычной своей одежде. Но мимо такого развлечения не смогу пройти. Так, вот тут специальный сторож сидит, оставляете ему тапки, он за ними наблюдает, контролирует. Сейчас вы будете лазить вот этим вот красотам. Вот, и надо спускаться направо. Беременным и грудничкам запрещено, потому что скользко. И вообще начинается такое глубокое начало. Поэтому буду пробовать вот там подниматься, где нет веревки. Такое чистейшее озеро, просто с непуганными рыбами какими-то. Вообще по барабану. Сейчас кое-что покажу вам. Таня крадется к нам. Таня. Ну что, ставьте ставки. Сегодня я утону в этой луже или нет? Подскользнусь? Снимать, идти, Танюшке говорить. Можно использовать вот такие вот канаты, кому нужно. Но в принципе вот получается даже идти вот так. Вот так. Вот так. Из-за того, что чистейшая вода, эти камни абсолютно не скользкие. И очень классный, хороший зацеп. Я еще никогда не видел настолько не скользкого водопада. Кайф. Ну не красота ли? Просто однозначная рекомендация. Вы когда-нибудь такое видели вообще? Я не... Говорю, вы когда-нибудь такое видели? Ну просто, ну красота. Ну просто чудо, они придут какое-то природное явление. Обычная дорога в школу
тайского пятиклассника. Каждый день 5 километров так туда и 5 километров обратно. А как вам знания добывались? Слипи? В общем, в таких местах, где вот эти зеленые наросты, их специально, видите, сцарапывают, чтобы не было скользко. Кто играл в крестики-нолики? Ну я сюда 0 ставлю, выигрываю. И вот такие виды открываются в процессе вашего подъема. Посмотрите, какой цвет воды. Из земли водичка выходит. Глубоко из земли выходит вода, и она вот такого вот голубого безумного цвета. Таня, can you explain what is this? Waterfall. What? Waterfall. Waterfall? Waterhole. Да, там прям в глубине есть какая-то вот такая вот щель, из которой выходит эта вот чистейшая вода. Вообще, я считаю, что байк – это лучшее средство передвижения в Альпе. Поэтому я настоятельно рекомендую перед поездкой сюда обязательно получить права категории А. И самое главное – получить международные права, потому что абсолютно все наши вот эти вот пластиковые права не котируются, и они просят всегда бумажные международные права и штрафуют вас в случае, если их у вас нет. Ну а мы приехали уже в новое место, которое называется Дантевада, и уже с искусственными водопадами. 80 бат стоит вход. Состоит она из множества интересных и вправду необычных фотозон. Но если вы не сильно любите фотографировать, то даже просто прогуляться там уже очень интересно. Но учтите, место популярное и может быть много людей, поэтому рекомендую приезжать утром. Что за сказочный лес? Я в шоке. Посмотрите на это. Кто-нибудь будет в таком вообще? Ну тут скользковато. Также на территории есть разные развлечения, такие как кормление козочек или морских свинок. Коза не дает зайти в забор. Не дает даже зайти. Ой. Be careful, you are. Бля, я уже грязный. А чё я сюда зашел вообще? Тань, чё я сюда вообще пошел? Короче, надо вот так вот прятать это, чтобы они не кидались, потому что они реально кидаются как голодные. Чё? Ничего нету. Как Таня ловко с козочками обращается. Его забрали, ему ничего не дали. Аня пахнет сродик у него этим травкой жует. Я объедаю козу. А еще на территории есть кафе с очень интересной подачей. What is this? Happy birthday to you. Вы вообще правильно Very old style for Thai people. We put food and cheese and pancakes everywhere. Kinto. We call this one Kinto. Ну что, а теперь пришло время ехать в самые инстаграмные части Чангмая, а именно Монджем. Это поселок в горах. Так, а куда нам ехать? Огромное количество этих кемпингов, что даже реально теряешься в выборе. Что букинг листаешь вот так вот просто, бесконечное полотно, что на месте приезжаешь, смотришь, просто безумие. Мы арендовали вот такие вот космические, марсианские капсулы. И такие виды открываются тут почти с каждого кемпинга. Они практически все сделаны такими полусферами и расположены они просто повсюду. И примерно плюс-минус по одной цене. Угадайте цену в комментариях. Иногда встречаются просто обычные домики. Именно так мы провожали вечер Таниного дня рождения. Я думаю, сложно придумать что-то более романтичное. Ну и честно вам скажу, закаты здесь просто невероятные. Такие атмосферные места встречаются крайне редко. Да ядрёна воз. Газует и газует. Самые, наверное, крутые домики, которые мы нашли, с бассейнами такими маленькими, 4600 стоят. Ну, вид классный. Он такой самый аккуратненький. Так, что из себя представляет это жилище? Вот такой вот вид. Вот такое вот
космический кокон. В середине Анечка. Отдельное место, обогреватель. И вот такой вот туалет, как в пионерском лагере. Тут, видимо, знаете, просто вид на все бабки, а туалет на сдачу. Так, вечерочком уже утепляемся. У меня даже есть вот такой вот аксессуарчик. Я его пока не буду применять, но положу в быстрый доступ. Вот такая вот вечерняя атмосфера царит в городе Монджем. Такие виды, такие закаты. Все спокойно гуляют, пахнет таким легким кастриком, все кушают что-то. Очень атмосферно. А вечером домики начинают красиво светиться и становится холодно. Короче, холод собачий, я уже в шапке, уже в кофте, в носке правом уже. Температура, Тань, покажи. Температура уже показывает вообще, знаете, 21 градус. Уже руки уже замерзли, уже руль не хочется держать даже. Это 21 градус. Короче, холод вообще ужас. Все, идем греться, сжигаю последнюю табуретку. Опа! Уже греемся, уже просто всем. Я буду над этим костром. О, пошло. Таня надела шляпку и готовит нам блюдо, называется мукатау. What difference between hot pot? This one Thai style. Do you see this one? Короче, на углях. От него можно греться. Сейчас Таня просто куском сала смазывает вот эту вот поверхность. И сегодня у нас в программе креветки, мясо, кусок рыбы, сосиски. И вот такие вот, блин, что это такое? Даже не знаю. Крабовые палочки и вот такие вот бекон. И вот овощи, фрукты разные туда тоже идут. Вот, как я и говорил, смешивается просто все и сразу. Вот, кто бы мог подумать, морепродукты, да, креветки с мясом. Сюда в супчик. Мясо течет бульон. Сюда. Кусочки рыбы, мясо. Да, кстати, кто бы вот вообще мог подумать, что этот салат, да, айсберг он же называется, вообще можно варить. Ну, нормально, кстати. Он берет нотки мяса и получается довольно-таки прикольный. У нас, кстати, вроде тоже есть такое блюдо, когда все ингредиенты вот так вот смешивают, получается. Вроде как называется суп из 7... Не помню название, ну, короче, вы поняли. Over here. Very nice. But now, cannot. Why not now? Really cold. 19. Tomorrow I will wear bikini. Okay. You need help to go out from there? Yes, tell me please. What? Мы, кстати, очень рассчитывали, что это будет обогреватель, а оказалось, это просто кондиционер. И сейчас показывает он 19 градусов. И все. И вентилятор есть еще. А мы в шляпах, Таня в шляпе его, как группировщица. Вот, это спасение. Сказываю лайфхак, который уже меня не один раз спасал. Под одеяло аккуратненько надувайте теплый воздух феном. Просто это такой кайф вообще. Это не то, что кайф. Это просто спасение. Конечно же, пришлось спать в одежде. И это, наверное, был первый раз, когда я настолько переохладился в Азии. Говорят, что зимой температура в этих краях опускается до плюс 6 градусов. Но даже после самой темной и холодной ночи всегда наступает теплая. Интересный формат отдыха, миленько, так очень необычно. По ночам прям так свежо, до 15 градусов опускалась температура, а уже 8 часов утра солнышко греет. А потом к нам кое-кто приехал. К нам приехали ребята из канала Лера Лида Лерулис. Доброе утро в таких красивых местах. И у нас будет ролик у нее про Чангмай и у меня про Чангмай. Вы сравните и скажете, у кого был интереснее, да? У тебя или меня? У тебя, скорее всего, будет более такой живой лайфстайл. У меня лайфстайлский, а у нее прям эстетика. Вот я это люблю. У нее все короткие ролики, но очень красиво. А у меня длинные, но тоже красиво. Все это, приезжаем. Вообще не понимаешь, где дрон у тебя? Да. Это фигово. Птицы летают там? Вот твой дрон уже стал частью этого стаи. Прямо в Монджеме есть одно очень интересное и веселое развлечение.
Пришли в место с альпаками. И как я ненавижу, Тане билет 100 бат, мне, 200 бат. Потому что я другой национальности. Очень обалденно. Но там вот уже видно альпаки. Сейчас, надеюсь, это будет оправдано. Козлячие движения какие-то. How's sheep doing? Первый раз трогаю овцу. Класс. Кстати, какая толпа. Ага. Как шапка у грузина. Так, проверяем пульс альпаки. Провірили пульс, пульсу немає. Просто такая мягкая, просто глубина шерсти вот в палец. Пока не трогали носик альпаки, говорят, что можно потрогать. Очень мягкий носик. Такой мягкий. Вроде такие добренькие, да, видите, и такая шерсть теплая, прям руки хочется их утопить, и сразу такая теплота идет вообще просто класс. Запаха нет никакого, кстати. 4 альпаки на одной фото. Отличное место. Всем привет из Чангмая. Привет! Tập nấu mấy? Happy moment. Так что, короче, как вы поняли, стоимость билета я отрабатывал по максимуму. И как я и говорил в начале, Чангмай является кормилицей всего Таиланда. Благодаря правильному климату здесь производят кофе, чай, мед, традиционные тайские специи, а также много разных фруктов и овощей. Я просто никогда в жизни не видел вот такого размера этих листьев. Это просто, я не знаю, метр квадратный, они огромнейшие. Какой-то вот такой вот транспорт, ногами поворачиваешь, я так понимаю, этой ручкой тормозишь. Я не знаю, пробовать такое или нет. Такая парковочка. Можно выбирать любой. Это был бы я не я, если бы я не попробовал. Эту. До города за 200. Поехали. No drifting? I'm scared. สวัสดีค่ะ Это национальный чангмайский костюм. Обратите внимание на эти вот вышивки, звездочки всякие разные. Наверное, это все как-то имеет свое значение. Как у нас в Украине, каждая деревня имела какую-то свою фирменную вышивку. Вот такие красивые девочки нас встретили. И мы одну девочку забираем. Мы одну забираем себе. С самой высокой точки Монджема открываются вот такие виды, а еще много разных фотозон. Вход каждой из них платный, но все не больше $1. Лавандовые поля? Ну, может быть, это не лавандовые поля, потому что нет такого сильного запаха. Вот, поэтому это какая-то типа имитация такой лаванды, она, наверное, просто цветет круглогодично. А еще тут просто целые поля клубники и очень милые инстаграмные фермы. Местная их локальная клубничка и шелковица или что это? Сейчас будем дегустировать. Клубника, на удивление, не такая какая-то там гербицидная, а прям такая как домашняя, маленькая, аккуратненькая и очень сладкая, как у бабушки вообще. Стоит 50 бат такой лоток, и эта штучка тоже 50. Еще дают вот такой сахарок с перцем. Ну, прикола в нем немного. Прям просто сахар с острым перцем. Без ничего вообще идеально. А на выезде из Монджема в сторону Чангмая есть вот такое вот интересное место.
Показываю вам еще одно интересное местечко. Смотрите, перекус с каким видом. Прямо над водопадом стоит кафе. Что вы будете есть? Какая детская смесь? Что вы будете есть? Я не слышу, водопад, позвони мне. Место и вправду красивое, но общаться там практически вообще невозможно. А далее по маршруту нас ждал один очень необычный лагерь. Как кукурузная инстазона. Чангмайские узоры. Тань, смотри, мне в тебе нравится все, да? Но, честно скажу, шея какая-то короткая. Вот, и сейчас мы пришли в одно место, короче, сейчас мы должны кое-что тут будем сделать, окей? Okay. Но у меня есть один очень специфический вкус. Ты сейчас поймешь. Вот так вот будет красивее. А у вас есть побольше, чтобы колец было? Вот, мне надо больше. Мы тебе через годик добавим еще полосочек. Это мужчина этой девушки. Do you like long neck? Yes. You don't like this neck? And longer than beautiful. I love more. How old are you? 25 25. Oh. How long you wear this? ใส่มา20 ปีแล้วค่ะ20 years 20 years from 5-year-old. Длина шеи более 21 сантиметра. Посмотрите. Я в шоке просто. Видишь, чувствует себя нормально, ей не больно, не тяжело. Спит без этой штуки, носит просто для красоты. Никакого глубокого значения в это, говоришь, не закладывает. Now your turn. Таня, скажи ей. А еще в этой деревне живет милый добрый слон. Его можно кормить. Он прям дышит оттуда, прям воздух идет, прям чувствует, как он гоняет. Сейчас вместе с вами прям послушаем, как он дышит. Это сахарный тростник. Очень крепкий, очень крепкий. Намного крепче обычной палки. Я не могу его даже чуть-чуть поломать. Посмотрите, как это быстро все происходит. Какой рот. Это молодой слон, потому что у старых слонов, когда они уже взрослые, у них, как у дедушек, вот такие на голове начинаются проплешины. А этот молодой, и он такой вот инициативный, активный. Вот у него такая вот красивая лобная часть. 8-летний ребенок. Всего лишь 8 лет ему. Представляете размеры? Идет через носик. Оп. И потом в рот выливает. Знаете? Я прям хобот наливаю, прям в нос ему. И туда. Хочет пить больше. Трогали язык слона. Очень мягкий, очень приятный. Я его не слушаю. Сняли вот такой вот домик. Прямо возле нашего отеля вот такое вот обалденное рисовое поле. Полностью новенькое, все красивенько, аккуратненько. Не такое, как в этих горах. Там течет такая река. Там бассейн. А там еще рисовое поле, я вам покажу. Номер выглядит так. Вот это я уже кровать проверял, чтобы была чистая. Ой. Такой милый туалет. А сейчас будет нелегальный лайфхак. Как вам такой водопад для начала утра? Если приехать в 7:55, за 30 минут до открытия, можно сэкономить на билетах. Никого здесь нет. Но я тоже думаю, это странно платить за водопад. Такой сказочный проход просто, ну прям вообще. Как в какой-то сказке. Одним словом, шалость удалась. Мы приехали до официального открытия за 30 минут рано утром, и не было ни охраны, ни гуляющих людей, ни толп и ни оплаты за вход.
А мне мама всегда говорила, что утренние часы, они всегда самые продуктивные. А по дороге к главному храму Чангмая есть вот такая живописная площадка, с которой можно рассмотреть весь город, и в том числе аэропорт, с которого красиво взлетают самолеты. Имя этого храма – วัดพระธาตุดอยสุเทพ — это один из главных храмов Чангмая, поэтому здесь так много людей. Говорят, что если здесь именно загадать желание у монаха, то оно обязательно сбывается. Короче, заявляю, что эта вся экономика сувениров Чангмая держится на Тане. Она покупает все штучки, которые нужны, вот эти ритуальные, она покупает. В этом храме вот такая вот живописная дорожка. Говорят, туда подъем где-то минут 10 занимает. На самом деле это весь подъем. То есть, если у вас есть сердечные противопоказания, как бы, ну это примерно как подняться на, наверное, 5-й этаж пешком. Если вы этого не можете, тогда воспользуйтесь лифтом. И вы обладаете 20 батами. Мы не обладаем 20 батами. Поэтому своим ходом. В Таиланде очень часто делают такие прикольные лестницы, что это вот эти поручни, это как тело дракона, и всегда они заканчиваются вот такими там головами дракона. Do you listen to the sound? Yeah. What is it? จักรจันทร์ Yeah, can eat. So tired or no? No. Do you recommend use elevator or no? No. No? By walk is okay? Хорошо. Чисто чангмайская история. Вот это вот. С этими билетами для иностранцев. Уже не выдерживает моя уже психика. Место вот с такими вазами и таким вот видом на Чангмай, аэропорт. Днем, конечно же, очень много людей. Все хотят сделать фотографию с этой знаменитой золотой ступой. На солнце она прямо аж горит, смотрится очень красиво. Ну и как везде, на территории храма много разных локаций, где можно сделать разные ритуальные действия. Я хотел снять для вас процесс взаимодействия с монахом, но в кадр постоянно кто-то влазил, и мне нужно было постоянно их отгонять. Но думаю, в общих чертах суть ясна. Мы помолились монаху, он благословил нас, окропил святой водой, как Таня сказала, специальной водой, и повязал на руку белые веревочки. А вот еще один местный обряд. Сейчас расскажу, как он проходит. Таня сказала, пока все обряды не переделаем, обеда не будет. Поэтому мы заходим. Ага, понял. I can go and read this? Окей. Нужно сделать 3 круга вокруг храма с цветочком и читают эту молитву. Собственно, сейчас займемся этим делом. И колокольчик этот вешается вовнутрь на такие веревочки. Сейчас мы с Таней это сделаем. Wish everything together. Окей. А давайте напишем в комментариях, вот в каких странах в мире вот так просто можно на протяжении недели оставлять сумку, и всем вот просто именно плевать на нее, никто даже не подумает ее забрать. Напишите в комментариях, мне прям правда реально интересно, где вот еще такая безопасность, как в Таиланде. Можно оставлять ключи в байке, можно оставлять любые вещи, шлемы, всем просто без разницы. Все зарабатывают деньги по-честному. Таня, мы приехали в мишленовский ресторан. Вот эта кафешка заурядная. Засветилась в сериале Netflix про мировую культуру еды. И теперь здесь всегда такая огромная очередь. Главный их суп као-сой, который состоит из... Мы сейчас отстоим эту всю очередь, попробуем этот суп. И я вам скажу, есть ли тут смысл стоять час в жару, в час 30 дня или нет? Вот я доверяю этой бабушке, я доверяю Netflix. Пишите на бумажечке на вот такой, что вы хотите, и отдаете этим чудесным парням.
Ожидаем уже 30 минут, все еще ожидаем. Yes. คุณพงษ์ขอแชร์ด้วยกันอ่ะแชร์ Окей. Так, нас пригласили спустя 40 минут. 40 минут. Окей. Естественно, рукомойника здесь нету, чтобы помыть руки. Ну, персонал моет руки в супе. Вот, поэтому я вам сейчас покажу один лайфхак, как можно помыть руки, когда такого удовольствия нет. Есть ледяная корзина. Взять кусочек льда. Один себе, один там. И помыть руки льдом. Так, у меня с говядиной, у Тани с курицей. Сама юшка одинаковая, просто меняются кусочки мяса, которые тебе кладут. Као сой. Идет вот такой вот салатик. Таня, пробуй, пожалуйста, скажи. Так, пробуем. Идут вот такие сухарики какие-то. Хрустящие. Приятные. Само мясо. Что такое себе мясо? Очень хорошо вываренное мясо. Такое разваренное, приятное, прям рассыпается во рту. Ну, приятный суп. Такой на кокосовом молочке, приятный. Немного островатый. Идет еще такая лапшичка. У каждой бабулечки здесь свой рецепт этого всех этих блюд. Вот, и только одному богу известно, что входит в эту юшку. Один мужик хотел узнать, но потом его как бы нашли в дельте реки Меконга. Где-то под Камбоджей там вот. Поэтому просто кушайте и не задавайтесь вопросом, в чем секрет этого блюда. Острая такая собака. Ой, ну честно скажу, кайфанул, блин, вообще классно. Правда, очень вкусный супчик, но честно скажу, по всему Таиланду вот таких вот кафешек с не менее вкусным супом просто тысячи. И вы можете находить их самостоятельно, просто не стесняться, не бояться, попробовать. Просто один режиссер Netflix был в Таиланде, шел, гулял здесь, зашел в кафешку, ему очень понравилось, снял фильм, и поэтому такое место оно стало раскрученным. Покушать в мишленском ресторане стоило 125 бат на двоих. Ну а следующая популярная точка Чангмая находилась как-то ну прям сильно далеко от города. Добирались мы туда 2 часа в одну сторону и прям изрядно подустали. Фух, эта деревенька выглядит вот так вот и находится очень далеко. У меня руки дрожат, пока я до сюда доехал. Фух, ну виды красивые, даже красивые, прям реально классно. Думал, мы приедем, мы будем здесь одни. А люди гуляют, так много людей. Я не знаю, куда они вообще, откуда сколько приезжало, реально. Ну прям на таких чигирях находятся, честно. На самом деле это обычная тайская деревня с двухэтажными деревянными домиками, которую просто привели в порядок и открыли разные стильные кафешки. Это и стало магнитом для туристов. Здесь очень много туристов. Но вот так, если представить, что это никого здесь нет, и вот такая реально деревенька, то вот прямо вот здесь реально так очень мило, приятно, уютно, если оно вот по-настоящему вот так было. Из интересного, что здесь нашли? Вот такая вот вафелька-рыбка. Там просто миллион всяких разных вкусов. Стоит 30 тысяч, самая базовая. И там даже до 45 она доходит. Рыбки нам очень понравились. Ну, миленькая же ведь деревенька, да? Такой себе... Есть тут разные отельчики. Вот, но рекомендую заходить лично, спрашивать в каждый, потому что на букинге они себе цены сложить не могут. По 4, по 5 тысяч бат. Вот, мы только что просто зашли, такой вроде простой, обычненький, 1200 стоил. Вот, я думаю, можно там за 1500 прям снять просто вот очень миленький. Прямо возле водопадика, что такое аккуратненькое, атмосферненькое. Мы встретили Лиду с канала Лида. Они нам сливают лучшие локации по лучшей цене. А мы не знали, что здесь можно на байках подниматься. Ну вот так, ради вот такой вот красоты. Ну пешком тоже миленько, но так чуть-чуть крутовато. Прямо оттуда. Вечером туристы расходятся, остаются местные жители больше. Загораются фонарики. Мы Танин букет решили подарить кому-то. Придет и чекай букет, ждет. Классно? Классно. Нам просто надоело с ним тягаться. Но я не подарить не мог. А на следующую нашу активность я подписался в Инстаграме 2 года назад и наконец-то попал сюда.
Это, короче, специальные дрифтовые такие машинки. У них на колесах специально так прикручен пластик, чтобы тебя больше заносило в занос. Они электрические и валят, будь здоров. First off, bitch, I'm A to the genital. Semi-automatic, cause I'm sleeping with the demon dog. Fighting other place. Выпуск про Чангмай подходит к концу. Но на этом наша поездка не заканчивается. Дальше мы на автобусе поехали в Чанграй. Подписывайтесь на канал, если хотите увидеть знаменитый белый, голубой и черный храм Чанграя. Ну и, конечно же, как же без приключений. У нас новый байк. Смотрите мои другие выпуски и подписывайтесь на канал. Здесь точно будет самая веселая информация про путешествия.